Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. И сегодня я покажу, как приготовить самую воздушную и нежную запеканку. Ту самую запеканку, как в садике. Очень простой, быстрый рецепт, без муки, без крахмала и без соды. Я перепробовала очень много рецептов, и это тот самый рецепт, который напоминает детство. Ты пока подпишись на наш канал, а я начну приготовление. В миску всыпаем 700 грамм рассыпчатого творога. Советую взять творог пожирнее, так запеканка будет еще вкуснее. К творогу всыпаем 1 чайную ложку ванильного сахара, 5 столовых ложек сметаны любой жирности, 4 столовые ложки манки. Больше добавлять не советую, иначе запеканка будет жестковатой. Дальше нам понадобится 3 яйца. Отделяем белки от желтков любым удобным для вас способом. Желтки добавляем в творог, а белки пока убираем в сторону. К творогу также добавляем 2 столовые ложки сахара. С таким количеством сахара запеканка получится умеренно сладкая. После того, как добавили сахар, творожную массу немного перемешиваем. Берем 50 грамм изюма и заливаем его горячей водой. Настаивать его не нужно, достаточно просто промыть водой. Сливаем воду и просушиваем его на бумажном полотенце. Дальше все ингредиенты с творогом пробиваем блендером до однородной и гладкой консистенции. И вот такая однородная кремовая масса у вас должна получиться. К творожной массе добавляем изюм и все хорошо перемешиваем. Смесь почти готова, осталось только взбить белки. Переливаем их в миску побольше, добавляем 1 столовую ложку сахара и щепотку соли. Начинаем взбивать на скорости выше средней до мягких пиков. Эта запеканка очень вкусная, готовится очень просто. Еще больше простых, домашних и вкусных рецептов ты найдешь на нашем канале. Обязательно переходи и подписывайся. Взбитые белки вводим в творожную смесь. Вымешиваем их очень аккуратно, снизу вверх круговыми движениями, чтобы не нарушить структуру белков. Вот такое воздушное тесто у вас должно получиться. Дальше берем форму, в которой будет выпекаться запеканка, и смазываем ее сливочным маслом. По желанию можете сверху присыпать манкой либо мукой, но в принципе сливочного масла будет достаточно. Запеканка не пригорит и легко отойдет от формы. Перекладываем тесто в форму и равномерно, аккуратно распределяем по всей форме. И последний штрих. Смазываем верхушку небольшим количеством сметаны, примерно 1-2 столовые ложки. Она придаст очень красивую и румяную корочку нашей запеканки. И еще она не даст отрываться верхушке. Ставим запеканку в разогретую духовку на 160 градусов и выпекаем 50 минут. Запеканка готова, а готовность ее определяем по упругой серединке. Теперь даем ей немного остыть, а затем будем нарезать и дегустировать. После того, как запеканка остыла, перекладываем ее в тарелку. Как видите, форму я смазала только сливочным маслом, и она хорошо отстала от формы, поэтому присыпать мукой или манкой не обязательно. Вот и все, запеканка готова, получилась она очень нежная, как облачко, а ее вкус отправит вас куда-то очень далеко в ваше детство.
Такая запеканка прекрасно подойдет в качестве полезного и вкусного завтрака для ваших детей. Кстати, вместо изюма в запеканку можно добавить любые сезонные ягоды. Получится отличный вариант летнего десерта. Обязательно попробуйте приготовить такую запеканку у себя дома и пишите в комментариях свое мнение. Спасибо вам, что досмотрели это видео до конца, для меня это очень важно. И, конечно же, на нашем канале каждую неделю выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новое видео.